это было, ну, мы воплощены не как ангелы, это воплощены были одна команда. Перед нами вот такие морды, как муравьев, Инсекты. огромные. Да, как будто бы муравьи, такие огромные морды. У нас какие-то корабли, они меняют форму. Какой формы у нас корабли? Они какие-то энергетические. Форма шара? Нет. Они меняют форму. То такие, то такие. Ой, кто это? Ничего, ничего. То есть я не вижу форму как физическую, я вижу, что мы как будто бы на чем-то стоим, вокруг нас энергосфера. Энергосфера такая меняет форму. То есть идут сильные удары. Мгм. Ты по правую сторону. Мы с тобой вдвоем только? Или еще команда Ну, есть? сейчас я посмотрю. Нет, нас очень много. Мгм. Идет Нас какой-то бой, да? И идет бой, и я вижу, что мы стоим как бы в центре. Вот это пространство, где эти инсектоиды, оно как бы так напирает на наше пространство, а Мгм. мы вот прямо между нами это межпространственное натяжение, и Мгм. мы как между, вот здесь мы маленькие, а они такие большие. А потом, наоборот, мы становимся большие, а они маленькие. И я вижу, как силы пере... То есть они нас побеждали, а потом мы их. Мгм. А почему мы их начали побеждать? Что случилось? Мне приходит смелость. Смелость. Мгм. А также я считываю, что вот такая энергия, ну, я на протяжении своей жизни вот это, я часто вот ловила себя на мысли, что я часто думала, что когда было какое-то искушение, сейчас то я понимаю, что это было как бы попытка подписать контракт. Даже когда я ничего не знала об этих контрактах, я помню, сейчас мне вспомнился тот момент, когда я умирала после операции. И муж плакал, и даже доктор плакал, потому что у меня маленький ребенок был 5 лет, и никто не знал, я выживу или нет. То есть у меня начало все отказывать после операции. Мгм. И мне так жалко стало умирать, я не хотела умирать, я не хотела ребеночка оставить одного. И я помню, что я так жить хотела, захотелось так жить. А я сказала, что я не знаю почему, что если помощь, если есть в этом какая-то ну, я думала, что дьявол существует, Мгм. в этом от дьявола, то я лучше пусть умру, пусть будет как есть, но я не хочу от дьявола ничего. И таких моментов в моей жизни почему-то было много. Мгм. Когда я говорила, что я лучше умру, но не сдамся Мгм. в духовном плане. И Да. сейчас вот в это время, вот когда идет бой,
Ну, я чувствую сильные вибрации, у меня как будто бы сильный холод. Я чувствую, что мы находимся в вражеской, над вражеской территории. Мгм. Это наша территория, но она заражена. Ну, и мы как бы решаем, то есть уже не думаем о том, мы выживем или нет, то есть мы держим оборону. Я вижу, что вверх от нас и вниз, и все стороны, таких как мы, много. Мгм. Как закончился этот бой? Он закончился тем, что я слышу перемирие, и вот эта граница, она вот так вот выровнялась как-то. Мгм. И пошло как будто бы какое-то затишье. Даже не перемирие, а как будто бы затишье какое-то между боями. Затишье перед бурей? Они собираются с силой и разрабатывают новые планы. Мгм. Я слышу много попыток, наши, светлые говорят, много попыток. Темные делают много попыток. Мы делаем много попыток, чтобы уничтожить зло. Мгм. Безуспешных. Они хитростью обходят эти все. Я вижу, что есть как будто бы какой-то совет, что ли. Совет светлых сил? Да. И они посылают. Вот. Они посылают. Вот ангелы, они идут. Они вот как будто бы преклонили колено и пошел, и пошел. У каждого своя задача. Мгм. Они идут на воплощение? Да, они идут на воплощение. Каждый со своей задачей. Мгм. Хорошо. Они идут все как в стан врага. Мгм. То есть они знают, что ну, многим не поздоровится. И они идут, и идут, и идут, сами идут. Они подходят, как будто бы к какому, я слышу, совет старейшин, и просятся на воплощение. Мгм. А мне интересно посмотреть на это время, когда мы все пришли. Посмотри на это время, когда мы все пришли. Ну, я вот подумала, Павел, ты, Мона и Илья. Илья пришел с другого мира, не с нашего. Он не с нашей вселенной, он другой. Мгм. Он с другого места пришел. И у него энергия другая. Мгм. Но он пришел с целью одолеть врага, да? Он пришел, Даш, специально. Вот я хочу посмотреть, кто является. Я вижу, что он главный. Илья Да. главный среди кого? Вот среди нас земных, которые ему помогут. Мгм. Мы все ему поможем, да? Он как бы он выглядит, знаешь как? Вот как такая какая-то стрела, которая вонзается туда, в тот мир темный.
Мгм. вообще без страха, без ничего. Мы вот такие светлячки, да, по сравнению с ним такие маленькие. И мы подсоединяемся. Мгм. Интересно, как выглядит наша работа в эфирном плане. Посмотри, как выглядит наша работа в эфирном плане. Наша работа называется "Зажигать звезды". Ну, М. это по нашим этим. Я так услышала. Мгм. Я вижу, как подходит человек, такой он светлый, но темный одновременно. Он приходится то есть светлые люди приходят, но они темные, они заражены. Мгм. А мы им что-то ну, это выглядит, как будто бы дотронулись к ним, и М. они становятся, такими светящимися и улетают. Мгм. Мы их пробуждаем. Да. Нужно повысить вибрации. Я очень замерзла. Повысь вибрации. Я не знаю, почему я замерзла. Я поняла. Почему? Что ты видишь? Я опустилась в эти события, где вот эти вибрации очень низкие. А я привыкла уже работать и находиться в высоких вибрациях. Мгм. Поднимись выше, до комфортного уровня, и смотри оттуда. На счет 3 ты это сделаешь. Один, 2, 3. Мгм. Нормально? Да, спасибо. Хорошо. Илья знает, что нужно делать для победы? Да, Хорошо. он нас собирает. Мгм. Также я слышу, враг, проявился. Мгм. Хорошо. Вика, отсоединись от этой ситуации. Мгм. Я сейчас тебе задам вопрос. На счет 3 тебе придет ответ. Почему именно сейчас пришел второй фронт? Один, 2, 3. Фронт чего? Темных. Вот это вот технократия. Почему они сейчас подлетели? Куда они подлетели? К Земле, к нашей Вселенной. Я вижу, что это была цепочка, их, питательная цепочка, можно так сказать. И я вижу, как, эти вот, спруты и рептилии — это как будто бы цивилизации, которые были когда-то, ну, светлые, можно сказать. И их, просто использовали и прекратили их, эволюцию. И они, э, как бы упали. То есть вот эти, м, расторжения контрактов, их называют, я просто сейчас смотрю со стороны, как будто бы я внутри этой организации их. И Мгм. они обзывают этих спрутов и рептилий, а, безмозглыми, бесполезными. То есть они начинают их бить. Мгм. Они как пешки, да? Они были, да, как пешки. Они непосредственно, как бы общались. Но сейчас с людьми. А сейчас вижу, что произошло как бы прямое подключение без посредников. То есть они были как посредники. Я вижу прямое подключение,
И они целенаправленно в эзотерических школах искали людей, которые бы подключали напрямую через медитации, через... то есть в эфирном пространстве они работают. Мгм. Сейчас очень много таких школ, и именно медитации Да, навязываются. да, да, да. Мгм. Понятно. И я вижу, когда они находят этих людей, то они как будто бы флажки ставят, и идет тогда уже обработка этих людей. И получается вот буквально, что эта матка, она непосредственно с этими людьми имеет контакт, Мгм. без посредников. То есть поэтому эти подключки такие мощные. Мгм. Потому что этой цивилизации спрутов, этих рептилий, этого всего тоже нужно было делиться с ними энергией. Мгм. А она этого делать не хочет, да? Да, она считает их бесполезными, потому что у них очень много, мне приходит телесного, то есть физика очень влияет. То есть я вижу, что они имеют в своих цивилизациях вот рептильные тела, то есть физические какие-то тела. Мгм. Вика, отсоединись от этой ситуации. На счет 3 тебе придет ответ на такой вопрос. Основа технологии вот этой матки, ее роя, она компьютерная. Один, два, три. Да, я слышу, да. Мгм. А мы можем заразить эти все компьютеры каким-то мощным вирусом, чтобы они, ну, Да, например, сгорели? программы могут погореть. Ага. Это сейчас я хочу посмотреть, как это сделать. Я спрашиваю у Вселенной, как она борется с вторжением врага, что она делает. Мгм. Спроси. Она говорит, что Вселенная отвечает, что она разливает свет. А я спрашиваю, и этот свет заражает? Говорит, нет. А я говорю, а чем можно противостоять? Как можно противостоять этим программам? Я слышу антивирус. То есть эта программа, эти программы, направленные на нас, они как вирусы. Мгм. Я говорю, да, я вижу этот поток, это выглядит как поток информации, это энергия и информация одно и то же. Мгм. И сейчас я вижу, как частицы какой-то черной материи, они летят, как какие-то шарики черные. То есть эти информационные блоки. А им навстречу летят энергии. Вот эти шарики черные, они летят какими-то ровными рядами, как какими-то, как военные какие-то эшелоны. Мгм. А вот эти светлые энергии от первоисточника, от Вселенной, они такие радостные. Такое впечатление, что
Они идут в наступление, то есть эта информация несет в себе радость и счастье. И что происходит с этими черными шариками? Я вижу, что эти черные шарики, они как бы больше по размеру этих светлых. Светлые такие ровненькие, ну, они сияющие. А те черные, они такие похожие на какие-то бульки, разные, такие помятые, серо-черные. Я вижу, что эта черная булька как будто бы пожирает светлую, светлый шаричек вот этот, поглощает, сжирает. А потом изнутри происходит взрыв. И вот эта черная энергия, она уже теряет свое направление, и она начинает рассыпаться, как угольки, как пыль угольная черная. А вот это все пространство начинает расцветать. Вот то пространство, где соединились, там, где соединяются контра, вот эти темные и светлые. Вот здесь происходит этот процесс. И оно так распространяется все дальше и дальше. Свет распространяется. Так работает антивирус, да? Да, то есть сначала идет поглощение, и кажется, что это смерть. А на самом деле я хочу сейчас пойти прямо туда внутрь этого шарика и посмотреть, что там происходит. Посчитать нужно? Нет, Мгм. я смотрю, что там происходит какая-то научная работа внутри. Идет изучение, я слышу копирование. Копирование чего? Копирование информации. Вот я внутри этого светлого шарика, а вокруг везде тьма. Ага. И там происходит копирование. Это так интересно, я видела, что этот шарик такой малюсенький, а я когда в него вошла, а это прямо как вселенная вся. Мгм. И там много событий разных внутри. Я зашла, я сейчас в какой-то лаборатории, и они там вот копируют информацию, то есть они изучают эту темную энергию, а потом делают отпечаток, вот так вот как-то чух-чух, какой-то инструмент, и оно пошло наложение вот этой информации о темной энергии, информация о светлой, и пошел один блок. Мгм. И потом вот этот блок, он как-то начинает рассеивать сначала, начинает рассеивать уже такую смешанную энергию. И сначала такое облачко образуется, как буферная зона какая-то. И оно раз, все распадается. Распадается только тьма. Мгм. А светлая материя, светлая энергия начинает дальше прорастать. И снова то же самое. И Мгм. только раз, и вот эта вся темная материя, вот эта энергия черная рассыпается, разламывается, потому что внутри идет сильное напряжение. У них получается, я вижу, что энергия направлена, сила давит, они обволакивают, и сила давления вот в центр
а внутри этот светлый шарик, а у шарика энергия идет в противоположную сторону, наружу. И я вижу, как этот светлый шарик, он как бы держит свою форму определенное время, а потом критическая масса, и раз такой взрыв идет. И Да. вот это все черное уничтожается. Мгм. Потом оно как бы заражает следующие эти черные энергетические информационные какие-то частицы. Цепная реакция, да, дальше идет? Да. Мгм. То есть мы уничтожим врага изнутри. Ну, получается так, да. Ну, в принципе, мы это и делаем. Да. Мгм. Отлично. Так, отсоединись от этой ситуации. Хочешь что-то еще посмотреть или будем выходить? Ну, мне бы, конечно, интересно было бы посмотреть, что это, откуда они взялись, эти. Кто? Ну, вот эти инсектоиды, эта матка, что это такое вообще? Я вижу, что у них сейчас идет наступление. Ага. У них идет наступление, и они наступают. У них как будто бы открыт какой-то портал. Они перемещаются в каком-то туннеле, и в авангарде стоят рептилии. И они как бы показывают дорогу. Мгм. А сзади я вижу, как будто бы ползет в этом портале такая огромная жучиха вот эта. Матка, да? Мгм. Мгм. Хорошо. Этот портал идет из ее вселенной. Только не входи в него, просто смотри. Я вижу, что а, там, где она была, там ничего нет. Это она находится как будто бы в таком пространстве. Это похоже, ну вот, представь себе такой обрыв и стена этого обрыва. Мгм. Вот есть такая, ну, если это особенно песок, на море можно часто видеть, то там есть такая зона, она такая, ну, как переходящая, она рыхлая, да, и она часто обрушается. Мгм. Вот эта их цивилизация, она похожа на тот песок, на ту вот зону, такую полосу, сзади которой ничего нет. А спереди есть наша Вселенная. И у них как будто бы нет пути обратно, потому что там, где они идут, там все уничтожается. Мгм. То есть они выкачивают ресурсы, да, выкачивают все, что можно из Вселенной, и идут дальше. Да, они ломают, они ломают все структуры, и сзади них пустыня. Это как пустыня, ничего нет. Мгм. Интересно. Там энергия, она не работает. Вот в нашей Вселенной энергия фрактальная, все цветочки, все раньше строили в соответствии с этими энергиями. Вот, красивые люди еще до сих пор рождаются совершенные, даже физические.
То есть у нас энергия это еще есть, она не разрушена. А там этого нет. Тот мир, в котором они еще существуют, Мгм. очень жестокий. И у них такая безысходность. Они знают, что они погибнут. И Мгм. они ненавидят тех, кто останется жить. Мгм. Но они, для них нет раскаяния. У них механизм раскаяния поломан. У них Они нет эмоций? Да, потому что они пошли на этот шаг, они создавали свои вселенные, зная, они строили свой мир, зная, что это неправильно. То есть это был сознательный выбор. Но сейчас я понимаю, почему, вот сейчас я поняла, почему, когда я во время последнего сеанса Вселенной увидела эти энергии и увидела, что наша клиентка находится в этих энергиях. Я протянула ей руку, потому что я видела, что я отделена от этой тьмы. Я начала искать Елену, чтобы ее спасти, Мгм. чтобы помочь выбраться с этого портала, который разинул рот. Я ее нашла, и я видела, что она находится там как в виде змеи с глазом с одним. И я протянула руку по инерции, чтобы ее вытащить оттуда. Я увидела, как моя рука почернела. И я четко услышала: ты не имеешь права работать с Еленой. И сейчас я поняла, почему. Потому что вот этот механизм раскаяния дает человеку облегчение и дает возможность пойти в тот момент, когда он сделал осознанный поступок плохой, исправить это. Когда человек не имеет раскаяния, то есть его душа настолько уже, ну, как бы погрязла в эти энергии, что он продолжает, он понимает, что он делает зло, но он продолжает это зло делать. Вот так вот эти энергии вот находятся в их пространстве. Они идут, убивая других, и сами идут на убой. И они не щадят тех, кто перед ними, то есть тех, кто им служит. Мгм. Понятно. Хорошо. Вика, посмотри, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Э, Наша вот эта методика с нашими так называемыми подарочками — это самая эффективная методика по заражению и уничтожению врага? Давай на счет 3 тебе придет эта информация. 1, 2, 3. Ну, я услышала «да», и снова увидела этот момент. На самом деле это Илья показал первый это. Мгм. И когда я просматривала тот ролик, его ролик с Моной 3, я просто очень много начала понимать, как будто бы я погрузилась совершенно в другое пространство. Я увидела ту прекрасную вселенную, потому что я жила там, я и до этого видела эту прекрасную вселенную, я была там. Я помню себя еще, когда я деревом была. Я думаю, что я могу вспомнить себя даже той искоркой, маленькой искоркой, когда я только родилась, когда я еще была просто энергией. Мне кажется, что я даже сейчас могу это видеть. Мгм.
И я понимаю, что в каждом человеке по принципу сохранения его генетической памяти сохраняется память об этих энергиях, потому что первотворец не имеет ни начала, ни конца, он всегда был, а это означает, что если он рождает что-то, то это что-то тоже всегда было. Его энергии живые и все существа живые. И эти энергии, они живородящие, они родят, они возрождаются, у них принцип заложен внутри. Мгм. И когда они проникают в другие пространства, но это же живая энергия, она имеет сознание. Наша Вселенная, ее можно представить как огромную, как огромный мозг или существо. Оно все живое, каждая энергия. И то, какой мы вектор дадим этой энергии, какую программу вложим, какие эмоции, так она и будет развиваться. Поэтому и произошло разделение вселенных на темную и на светлую. Мгм. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Это хорошо. Что-то еще хочешь посмотреть? Ну, я бы хотела посмотреть, я не знаю, это правильно или нет. Мне бы интересно знать, каким образом будут ли глобальные, ну, допустит ли первотворец, или вообще от кого это зависит. Я, например, не хотела бы, я бы хотела, чтобы наша Земля была цветущей, и чтобы она никогда больше не страдала, и чтобы никогда не было вот катаклизмов, катастроф. Мгм. Потому что когда я смотрю, как гибнут люди, много людей, Только я не даже... вникай эмоционально. Не надо. Не вникай. Я тоже хочу, чтобы мы восстановили нашу Землю, и на ней не было больше катастроф. Чтобы мы восстановили эти красивые здания, построенные, каменные, большие, Да. по фрактальной технологии, можно так сказать, Мгм. где везде звук, волны. Давай. На счет 3 тебе придет ответ на вопрос. Допустит ли первотворец какие-то катаклизмы на нашей Земле? 1, 2, 3. Ну, я вижу ответ Вселенной. Она не в восторге от моего вопроса. Вот. Почему? Она показывает мне, то есть я вижу картину, что люди своими мыслями создают вот эти катаклизмы и катастрофы. Они вот темные их используют для того, чтобы поддерживать энергии разрушения. Вот плохие люди нагнетают страх, ужас, какие-то пророчат негативные события, и таким образом происходит процесс Материализация. творения, материализации, да. Мгм. То есть все зависит от людей, правильно? Да. Ну, сейчас я плачу, и я почему-то ощущаю, что мои слезы кто-то вытирает. Кто? Ну, я вижу эти энергии светлые. Мгм.
Потому что я сейчас, очень легко и быстро могу перемещаться по этим пространствам. Мгм. И когда я поднимаюсь в верхнее пространство, там все так хорошо. А когда я опускаюсь, в те пространства, где простые люди живут, а, я простыми людьми называю тех, которые даже не знают, как можно освободиться. То есть они живут какой-то своей жизнью, и эти энергии очень близки энергиям этого зверя. Они практически идентичны. Они даже по цвету похожи. То Мгм. есть получается, что этот зверь, он, вот эти компьютерные технологии, вот эта черно-магическая матрица, которой окутан наш мир, оно делает нашу эту территорию, которая нам принадлежит, как бы дает право этому зверю зайти и господствовать здесь. Потому что это же по принципу своего. Мгм. Люди сами разрешают внедрению и присутствию этих компьютерных технологий. Мне приходит, что по глупости своей, по неосознанности. На самом деле таких людей, которые бы специально это делали, очень мало. То М, есть людей, которые специально это делают. Да. Большинство просто не знает, что происходит. Да. Большинство просто идут как бы на поводу у этих людей, разрушая свою жизнь и жизнь Вселенной. Мгм. Мы изменим эту ситуацию. Я так надеюсь, Мы не очень дадим сильно. больше, не допустим никаких катастроф. И в этом воплощении Я вижу, да, что очень много людей, чем больше людей будет освобождаться и осознавать, что происходит, тем быстрее наступит этот момент, когда мы будем иметь законное право дать отпор. Каждый сейчас имеет законное право дать отпор, вложить этот антивирус в те порталы, которые проросли, да? мгм, И вот когда таких людей станет много, мы все соберемся вместе, каждый со своего места, как шандарахнет. И вот эти цветы, энергия цветов, эти фрактальные энергии, они разрушат зло. А все заключается в нас самих. То есть мы источник этой энергии. Поэтому нет никакого оружия физического, которое могло бы уничтожить этих тварей. Вся сила и вся энергия в нас, с нас самих. мгм. А я это вижу как из каждого человека с его сердечной чакры. Почему именно на сердце они целятся? Идет такой луч, он как лазерный луч. И он далеко идет. И твари от этого луча буквально их разрывает на части. Разрывает на части в эфирном плане или на физике тоже? У них Я же вижу это на физике, на физике? да. Мгм. Интересно. А Я увидела физическое тело, которое разорвалось. Как эта жидкость с них течет. В эфирном плане этого же нет такого. Мгм. Физическое тело инсектоида, да? Да. Мгм. Хорошо, хорошо.
А ихние корабли физические? Да. То есть мы можем их всех, этих тварей, поуничтожать, и кораблями не будет кому управлять, да? Мне приходит, что у них другие корабли. Не физические. Физические, но не такие, как мы думаем. А какие? На счет 3 тебе придет информация. Какие у них корабли? 1, 2, 3. Они как-то принимают форму их сознания. Какая это форма? Ментальная. Так. На что-то она похожа? Я не знаю, может, форма жука? Да, именно. Да? Вот этот корабль, да, он принимает форму соответствующую. Этот корабль принимает форму, соответствующую этим энергиям. Мгм. Как они ним управляют? Мыслью в эфирном плане Мысли, да. мысли. Мгм. Хорошо, хорошо. А есть в их кораблях какой-то центральный компьютер, А который вот может... я смотрю как раз на это. Мгм. Посмотри. Я почему-то вижу человека, который одет как, ну, скажем так, в русском костюме. Славянский костюм. У него такие какие-то шаровары красные, рубаха вышита. И он на этом корабле, это и корабль, и этот жук одновременно. И он находится как будто бы на спине. И там, где голова соединяется с шеей, этот человек вставляет как меч туда. Там как будто бы что-то есть, как кнопка какая-то, что-то белое такое. И оно сразу такой звук, как будто бы что-то остановилось. То есть прекращается работа, выключается компьютер. То есть мы можем это сделать. Я слышу снова ментально. То Мгм. есть, мгм. Отлично. А давай узнаем, что нужно сделать ментально, о чем подумать, чтобы это сделать. Вонзить этот меч. 1, 2, 3. Ну, сейчас я вижу несколько картин одновременно. Вижу человек, который, его энергосфера, вот, скажем так, расцвела этими первозданными энергиями. И Мгм. я вижу человек, который ломает иглу. Вот, я видела это в каком-то сеансе, коробочка, в коробочке яйцо, в яйце игла. Кощеева смерть? Да, да. Но мы расторгали контракт, и вот это было такое. Вот Мгм. эти энергии именно связаны с этим порталом. А вот этот портал, это именно те люди, они открыли этот портал, которые подписали контракт с этой тварью.
Вот эти эзотерические дамочки, которые возомнили себя королевами, или я не знаю, кем еще. Мгм. То, что светлые воины работали, закрывали порталы, то тут умницы собрались, пооткрывали эти порталы. Мгм. Хорошо. Давай попробуем так. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и тебе четко придет информация. Вопрос такой. Освобожденному, светлому, чистому человеку, о чем конкретно нужно подумать, чтобы остановить этот корабль и вонзить этот меч? 1, 2, 3. Но мне приходит, что именно об этом и нужно и подумать. То есть направить свою энергию и дать ей вектор, направление и задать программу. Потому что на самом деле то, что человек часто думает, куда он вкладывает энергию, даже если один раз подумает, но вкладывая сюда энергию, то, что он, когда человек думает и задействовано его воображение, то есть когда он это может представить, а он может представить только то, что существует. То есть таким образом он проникает в это пространство и буквально вкладывает эту бомбу. А давай попробуем сейчас этому жуку положить эту бомбу. Мгм. Этому кораблю? Мгм. Давай попробуем. Ну, Как я ты? предлагаю сначала этому человеку, который там находится на спине у этого корабля. М. А Мгм. он нет, он говорит, идите поищите себе другой. Ой, А, хорошо, это уже он этот корабль уничтожает, да? да. Я говорю, Хорошо. хорошо, мы найдем другой. На счет 3 ты найдешь другой такой же корабль. 1, 2, 3. Ну, я нашла, он намного чернее, он очень черный. Мгм. Что интересно, я тоже нахожусь на том же самом месте. И этот жук, корабль меня увидел, а я одела невидимку, включила невидимку, и он перестал брыкаться, перестал меня видеть. И, Отлично. и сейчас я вот смотрю, и там такая есть, как центр какой-то энергетический. Мгм. И вот я беру эту информацию, которую получила именно в той клеточке, помнишь, где я видела этих сотрудников научных, которые Да, там да, изучали. Вот да. эту я пластину беру и сюда вкладываю. И отлетаю. Мгм. Отлети на безопасное расстояние. Что происходит? А я вижу, что этот жук начинает как-то сначала себя неадекватно вести. А потом у него какой-то начинается дикий ужас. Сбой всех систем? Да, да-да-да. Мгм. А потом я вижу, как много каких-то жуков, сущностей вылазят оттуда, с этого корабля. Что они делают? Куда они вылазят? Они как будто бы такие маленькие кораблики вылетают с этого большого корабля. М. И этот корабль с черного поменял цвет. Он уже не опасен. И они разлетаются, но они уже тоже заражены. Когда они подлетают типа к своим, к черным, а они вот эти уже такие коричневые, коричнево-красноватые, уже не черные. Мгм.
то те черные начинают их бояться. И они начинают с ними воевать. Мгм. Просто отлично. Да, веселая тусовка начинается. То есть они начинают себя сами бить. Отлично. Вика, посмотри, пожалуйста, что случилось с этим большим кораблем. Он не уничтожился, он просто есть. Но он сошел с орбиты, и он вот как что-то мертвое просто падает. Он не функционирует. Он падает на какую-то планету. Нет, он в пространстве. А с орбиты чего он сошел? Вот там, где он висел. Мгм. Его нужно разобрать, чтобы он поржавел, его нужно сожечь. Да, я почему и спрашиваю. Его надо уничтожить, чтобы ним больше нельзя было пользоваться. Как ты хочешь это сделать? Но я вижу, что у меня вот отсюда из сердечной чакры выходит такой луч, Мгм. и он ударил этот корабль. И этот корабль, он не разрушился, как металлический бы разрушился, а он расплавился. Мгм. Он расплавился, а потом вот эта какая-то жижа превратилась в черные угольки и начинает падать, но я вижу, что кто-то собирает это. Кто? Какой-то инсектоид, Зачем он их собирает? чтобы создать снова. Значит, нужно заразить этот пепел антивирусом. Наш антивирус должен быть таким, чтобы его невозможно было бы уничтожить вообще никак. Давай мы создадим такой антивирус и заразим ним этот пепел. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Да, я вижу, что этот жук э, вот с этого пепла, который он собрал, начала прорастать фрактальная зеленоватая энергия. Угу. Я вижу, что начинает как бы дерево расти, деревья. А он испугался и начинает бежать и уменьшаться. Он заражен или нет? Да, да, Отлично. Пусть бежит к своим и заражает их тоже. да. Хорошо, Вик. Я думаю, на сегодня хватит. Мгм. Да. Так, давай на счет 3 ты вернешься в наше рабочее пространство. 1, 2, 3. Мгм. Ты э, найдешь свое эфирное тело и посмотришь на него. 1, 2, 3. Все ли у тебя в порядке? Да. Энергосфера чистая, ничего на ней нету. М, Отлично. Сейчас ты найдешь мое эфирное тело, посмотришь на меня, все ли у меня в порядке. На счет 3. 1, 2, 3. Ну, мы рядом стоим, ты рядом со мной стоишь. Что интересно, ты выглядишь точно так же, как и я. То есть это тоже ангел с мечом одинакового роста. Ну, Какой у меня меч красивый, ножный.
Я вижу, что мы как-то вот так вот приложили друг к другу, и они идентичны. То есть как будто бы был один, а сейчас два. То есть мы вот так сложили, а оно точная копия, и разложили. Отлично. И Ну, мы с тобой кажется, команда. да, да, Мгм. вот это главное, да. Отлично. Хорошо. Проверь пространство вокруг себя, все ли чисто. Да. Можем выходить? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Будешь чувствовать себя отдохнувшей и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза.